Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Начинаю новый вязовлог. Сегодня я вам покажу одну готовую работу и небольшие процессы, и вообще расскажу, над каким сейчас я заказом работаю. Но прежде чем начну показывать, я уже неоднократно отвечала на некоторые вопросы, на некоторые комментарии, которые приходят, ну, так сказать, частенько под видео, где я беру заказы. Тоже многих блогеров вязальных видела комментарии. И знаете, вспомнила себя, с мужем как-то обсуждали эту тему. Говорю, вот постоянно пишут, спрашивают, где я беру заказы, а я им отвечаю, а что мне ответить людям, если мне сами пишут, заказывают, я отвечаю, они не верят. Такое ощущение, как будто мы где-то их берем и никому не говорим. На самом деле вспомнила себя, как только я начинала вязать, там может быть полгода, первые ярмарки в основном были, и тоже с мужем сидели, обсуждали. Также следила за блогерами, смотрела, кто какие игрушки вяжет, какие объемы они вяжут, и тоже задавала вопросы мужу. Где они берут столько заказов? Я как не посмотрю этого блогера, постоянно заказы, что-то вяжут, что-то отправляют, а у меня ничего. На самом деле, это все через это проходят, просто нужно работать, нужно показывать себя и чаще появляться, так сказать, на публике. Не в том плане ярмарки, а в соцсети. Сейчас в основном люди все находятся в соцсетях, вести разные соцсети, показывать контент, хорошие фотографии, не в ночи сделанные, не под лампой желтой, а при дневном свете, чтобы были красивые, светлые фотографии. Я понимаю, что не у всех есть такая возможность, но выйти на балкон, даже выйти на улицу, сфотографировать игрушки, чтобы она была в ярко насыщенных цветах. Вот. А тогда дальше уже просто пойдет все по накатанной. Вот, я надеюсь, я ответила этот вопрос. И кто задавал эти комментарии, тот услышал мой ответ. Вот. Ну что, давайте я вам начну. Я сейчас работаю над заказом. У меня пришел заказ, необычный заказ, новая игрушка. Я такие еще большие не вязала. Я вязала маленьких чихуахуа. Кто помнит, ставлю фотографию. А сейчас пришел заказ тоже на этих же собачек, только в большом размере. Вот. А здесь голова у них не крутится, шейка пришита, ножки пришиты, а в маленьких, блин, у меня стойка плохо что-то стоит и постоянно шатаю. Вот, большие игрушки, все детальки пришиты. Вязалась по мастер-классу зарубежного мастера. Ссылочку я оставлю, кто делал перевод. Но там, смотрите, кто будет вязать, там немножко сдвинуто. Например, начинаешь вязать ушки, начало на первых страницах, а конец будет на последних страницах. Также и туловище вяжешь. Например, туловище в самом конце, да, мастер-класса, а вторая часть туловища на другой странице надо смотреть вверху самого мастер-класса. В общем, там все смешано, поэтому будьте внимательны. Ну, в целом, шейку я изменила. В этой игрушке шейка у меня удлиненная, а по мастер-классу там нужно вывязывать отдельную часть и пришивать. Ушки тоже немножко изменила, укоротила, потому что там прям совсем такие очень длинные. Туловище, ножки я вязала как обычно. Грудку мне вязальная подружка подсказала сделать из минка. Вот она так прикольно смотрится, пушистенько, мне нравится. И заказчику тоже понравилось, это самое главное. И бровки я сделала в стиле рококо. А ниточку я в 2 ниточки в иголочку вставляла. Да что такое? 2 ниточки вставляла в иголочку и делала в стиле рококо. Вот так вот. А там нужно вывязывать, пришивать. Думаю, нет, носик у меня пластмассовый маленький, размер у него 8 на 9 миллиметров. Глазки размер 9.
Нет, вру, глазки здесь размер 12, по-моему, да, большие, чтобы они такие более они же такие пучеглазики, и поэтому, чтобы глазки были большие. Вот, в целом игрушка. И к этой игрушке мне нужно было связать сумочку. Сумочку я вязала уже сама по размеру игрушки. Вывязывала дно. Кто, например, кто захочет связать, я просто объясню, как я это делала. Набирала 21 воздушную петлю, в 20 начинаю вязать и правила вязания овала. Просто схему находите, и вязала я до 6. Я в прошлом вязалоге сказала, что до 5, нет, до 6 прибавок я вязала. Потом просто обвязала без изменения ряд. И уже когда делала смену нити, я, получается, ряд первый вязала сверху. То есть, чтобы вывязывала сверху, чтобы ниточка шла, точнее, чтобы вязание шло не сбоку вот так вот, а вот параллельно подложке сумки. Вот. Каждые 2 ряда делала по 4 убавки. На 12 ряду сделала 6 убавок. И все убавки делала только в носике. Здесь по бокам убавки я не делала. Обвязала в стиле рококо обвязку. Это надо пришить заклепочку, когда собачка будет находиться в сумочке. Вот здесь вот можно будет ее закрыть, чтобы она не вывалилась. Ручки я вязала 10 столбиков и 58 рядов. Так, давайте я вам покажу, как в целом это будет выглядеть. Так вот. Ну, когда заклепочка будет, она будет более ровно держаться, смотреться. Единственное, что вот уже сумочка примерно, ну, держать сумочку вот так вот, и вот так вот примерно собачка будет выглядеть. Вот. Для девочек. Ну, ручка у детей маленькая, поэтому будет им комфортнее держать, чем мне. Вот таких мне нужно связать 3 собачки разных оттенков. Я связала, ну, точнее, начала вязать вторую сумочку в фиолетовых оттенках, полностью ее связала. Вот, все то же самое в стиле рококо, а вот здесь вот еще где вот серединка воздушных петель я потом провязала соединительными столбиками, чтобы не было видно дырочек. Иногда бывает, знаете, вяжете, и здесь вот ниточки растягиваются, и видно небольшие дырочки. Вот чтобы этого не было, можно провязать соединительными столбиками. А перед тем, как начать вязать дно, я оставляю промежуток отрезка, а потом его ввязываю. Вот, связала одну ручку. Вот. И буду продолжать дальше вязать. Нужно связать 3 набора таких. Так, дальше у меня еще есть процесс. К этому заказу поступила еще одна игрушка. Я уже, в принципе, связала тело, связала мордочку. Это Левушка. Глазки вставила 12 миллиметров с блесками. Заказчик прислал фотографию. Ну, я когда уже связала мордочку, уже решила уточнить по поводу глазок, критично ли или не критично, но заказчику все понравилось, поэтому глазки остаются такие. Ну, на таких игрушках плюшевых как раз такие глазки с блесками очень круто смотрятся. Вот решила тоже сделать. Здесь у него ушки. В общем, Левушка это по мастер-классу Мишки. Кому интересно, также оставлю ссылочку. Просто оформляйте потом гриву как Левушки, и хвостик не забывайте. Хвостик я ввязывала по мере вязания туловища. И все. Надо пришить, и игрушка будет готова. Так. На этой недельке я хочу закончить собачек и приступить уже к следующему, точнее не заказу, а к следующим игрушкам. Тоже будет более интересные. Так что я надеюсь, может быть, маленький кусочек новых игрушек вы застанете. Все, пойду дальше вязать. До связи. Так, фокус не ловит. Всем привет! Это новое подключение. Вот. Новое подключение. Хочу показать вам готовые результаты, процессы и небольшую покупку из глазок, ну, фурнитуру для игрушек. Закупилась я разной фурнитуры.
Но такие глазки я еще не использовала в своих игрушках. Я думаю, многие уже, может быть, и видели такие глазки, может быть, уже использовали их, но у меня они в первый раз. Это глазки для маленьких игрушек на основе кабошона, ну, стеклышко. А здесь у меня 6 миллиметров, они такие маленькие, но такие классненькие, есть разных размеров, то есть такие игрушки очень классно, ой, такие игрушки, такие глазки можно вообще использовать в разных игрушках, но они идут на основе клея, клеются, но не для малышей, но в каких-нибудь интересных игрушках, где еще помимо клеивания где-нибудь обвязывается глазик для плотности, но смотрятся очень красивые, такие необычные. Это мне для заказа. Мне заказали 6 брелочков. По мастер-классу напишу на видео, потому что я не подготовилась к автора. Ну, я также думаю, что уже многие, кто видели этих брелочков, маленьких дракончиков, я начала вязать мордочку и связала уже тельце. Вот. Тельце у меня связано. Вязала крючком номер 2 кловер, то есть это по сути китайский 1,75. Вот, пока тело только одно готово. Вяжется не быстро, не легко, то есть новичку с мастер-классом будет справиться не так легко, особенно с мордочкой. Поэтому прежде чем покупать такой мастер-класс, такой брелок, сначала подумайте, брать вам его или нет. Либо набраться сначала опыта, а потом уже покупать. То есть сама игрушка, сам брелок очень круто смотрится, но здесь нужно попыхтеть. В некоторых моментах я сама не разбирала, пока по несколько раз не перевязывала одну детальку, пока не поняла, как ее вязать, я уже разбиралась по ходу вязания. Вот так вот. И заказчик попросил связать в разных оттенках таких малышей. И как раз таки вот эти вот глазки пойдут к этим брелочкам. В мастер-классе такие же брелки, но в мастер-классе глазки немножко отличаются по зрачкам. У нее зрачки плоские. Но я сколько не искала на Валбересе, находила такие глазки со зрачками, но большие. 12 миллиметров, 10 миллиметров. А мне нужно 6, ну как в мастер-классе. И пришлось купить вот такие вот с кругленькой. Ну, я думаю, что такие глазки не испортят игрушку. Но будет тоже очень классно смотреться. Там они продаются по 5 пар. Мне нужно 6, поэтому заказала 2 упаковочки. Вот так вот. Ну, они разненькие. В основном заказала от одной цветовой гаммы в голубых оттенках. Но где-то тут попадался у меня такой вот с желтенькими зрачками. Один, он единственный, классный. Так, ну и дальше тоже заказала разные фурнитуры, но все по классике. То есть уже не буду показывать там разные. И попросила связать яичко для дракончика. Я пока связала из плюша. У нас договоренность, я свяжу яичко из плюшевой пряжи и из полухлопка. Мы выберем, какое яичко будет смотреться лучше. Пока я связала из тонкого плюша, сделала петельки для пуговок. У меня пока нету красивых пуговочек, ну как выберем, так я каких-нибудь закажу красивых, и будет закрываться с двух сторон. Вот так вот. Ну, тоже круто смотрится. Достаешь, а тут такой красивый дракончик будет. Пока только процесс. Вот. Сейчас я работаю над этим процессом. Потом я уже успела связать. По поводу собачек. Мое последнее подключение было с собачками. Я остановилась на той же стадии, как и показывала. Пока довязала только одну ручку для сумочки. И вот стадия собачек у меня остановилась. Немножко решила отдохнуть от полухлопка. И решила повязать из плюша. Мне заказали 3 аксолотлика в голубых оттенках. Такой вот кремовый с розовыми чешуйками, с хвостиками, с ушками. И один фиолетовый. Вот. Связались на одном дыхании очень быстренько. Вот поэтому, да, поэтому и многие любят плюш, потому что с него вяжется очень быстро. Но полухлопок это отдельная любовь, хоть и немножко надоедает. Так, потом у меня связался к этому заказу Левушка.
Вот такой вот Левушка у меня получился. По-моему, я показывала, да, вам мордочку или часть. Ну, в общем, я его оформила полностью, пришила его к мордочке. Да, я рассказывала уже про глазки, вспомнила. Ну, в принципе, вот такой вот Левушка у меня полноценный получился. Пришила его к морду, к туловищу. Пришивала я, наметывала сначала обычной плюшевой пряжи, а потом в 2 нити я пришивала из мерсеризированного хлопка, чтобы голова прям надежно держалась. Так вот, и мне также пришел заказик, в этот же заказ, сейчас покажу, чтобы пакетиком не шелухтеть. Вот такая вот кошечка, Hello Kitty у меня получилась. Мне прислали фотографию. Фотография была связанная кошечка из акриловой пряжи, тонкой акриловой пряжи. Ну, она там была более крупненькая. А меня попросили связать из плюша, но чтобы размер ее был немножко, ну, 15-16 сантиметров. Размер кошечки у меня ровно 16 сантиметров. А ширина с крылышками также 16-17 сантиметров. Но голова, конечно, здесь крупная. Отсвечивает крупная. Само сердечко. Тоже я вязала его из толстого плюша. И получилась такая кошечка. Заказчику все понравилось. И попросил связать еще одну такую же. Так что я, наверное, сегодня еще вечером займусь этой кошечкой. И свяжу ее. И на этой неделе у меня еще связался дракончик из полухлопка. Его заказали с Озон. Я его уже отправила, но вязала и заказала джинсы. Единственное, что я не успела его сфотографировать, он там у меня есть одна фотка без рожек. Но я вам все равно покажу, что это была моя одна готовая работа в этом влоге. И что я ее отправила. Вот. И также мне еще пришел заказ на беззубика из плюша через Авито. То есть вот сегодня у меня будет бессонная ночь, нужно связать этого беззубика. Сегодня у нас понедельник, начало второй недели вязовлога, а заберут его должны завтра. Вот. Так что мне нужно связать 2 беззубика. Одного сюда плюшевого и одного для заказа. Так что до 11 числа мне нужно успеть связать несколько игрушек, ну, особенно брелочков и 2 кити, чтобы они попали в этот заказ. А потом продолжу тоже такой интересный объемный заказ. Интересные объемные игрушки. Я уже закупилась пряжи, но покажу уже в следующем влоге. То есть оставлю немножко такую интригу. Так что вот такие вот у меня дела. И пойду дальше вязать. А, еще хочу в планах связать еще одну собачку, чтобы хотя бы 2 отправились, а 3-ю уже в следующем заказе. Так что не буду терять время, пойду дальше вязать. А вам приятного просмотра. Всем огромный привет, новое подключение. Хочу быстренько отснять кусочек, показать игрушки, которые вы не видели. Заказчик попросил отправить игрушки чуть-чуть пораньше, так как она переживает, что которые заказали игрушки, могут быть не успеют дойти до адресата. Поэтому здесь у меня связаны Hello Kitty. Вязала по фотографии. Связалась еще одна такая же. Вот. Я их уже просто упаковала. И эта кити получилась размером побольше, так как вязалась из тонкого воланса, а это вязалась из тонкого ярнарда. И вот у них получается разница в размере. Ну и глазки здесь я, соответственно, поставила чуть больше. Вот, то есть на дальнейшее лучше я буду вязать воланс. То есть она более так презентабельнее смотрится и покрупнее. Так, дальше что я упаковала? Я упаковала аксолотликов, я вам видела, и у меня связался один дракоша. Вот, я уже готовлюсь бежать на почту и решила отснять небольшой кусочек. Вот так вот глазки выглядят, дракончик, и на железном карабинчике.
Вот. А так, в целом, игрушки я вам все показывала. Я довязываю вторую фурию для заказа. Одну я уже отправила. Мужчина вчера забрал через Авито. И вот сейчас довязываю и побегу. Так что, чтобы отчитаться, показать. И потом продолжу заказ. Уже с новой отправкой будет. Так, а дальше я хотела показать, какие у меня связались яички. Так, непонятно. Это я вязала для дракончика, для брелочков, но многозатратная получается яичко, чтобы объяснился дракончик. То здесь из толстого плюша получается вес игрушки, ну вес яичка 33-35 грамм уходит на пряжу. То есть с одного мотка можно связать 3 яичка. Это дороговато получается. Это у меня маленькая, я вязала с тонкого плюша Ярнард, там на остатки. А это совсем малютка, и сюда не помещается. То есть нужно вязать отдельную игрушку, чтобы можно было поместить. И вот такого же размера, как из толстого плюша, я вязала из тонкого воланса. И тоже здесь получается 38 грамм уходит на игрушку. Ой, ну да, на яичко 38 грамм. То есть тоже очень много затратно получается. То есть заказчику пока дороговато в этом плане. Но я хочу связать сюда другие игрушки, не те брелочки, и соотношение сделать игрушку с яичком, чтобы по ценовой политике было нормально. А заказчику надо тоже как бы связать, но чтобы было поменьше, маленькие. Поэтому это я уже в новом влоге буду вязать, показывать пока то, что вот такие вот задумки. Купила к этим яичкам пуговки. Сейчас открою, покажу. Такие вот пуговки, они 1,5 сантиметра в диаметре, но я думала, что они будут немного крупнее. Так они выглядят маленькими, но в принципе для пуговки застежка не подойдет. Ну, конечно, бы хотелось бы вот на такое яичко покрупнее, но я рассчитывала, что не да, будет немного больше, но тоже нормально. Вот, в целом, пока вот такие вот новости в этом влоге. Поэтому, если понравился влог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И также продолжу снимать влог уже в новом подключении двухнедельном. Там будут очень интересные игрушки. Так что не пропустите.